Некоторые истории рождаются на съемочной площадке, другие — за закрытыми дверями, куда публика не должна заглядывать. Но та, о которой мы поговорим сегодня, началась с молчания и превратилась в один из самых опасных слухов в индустрии. За этой парой, Барышем Ардучем и Тубой Бюйкустюн, давно следили по отдельности, но никто не был готов к тому, что произойдет, когда они окажутся вместе. Эта история не о романтике, а о власти, страхе и решении, которое, по словам тех, кто видел за кулисами, не должно было быть принято. Почему их обложка вызвала негласную панику среди студий? Что именно было вырезано из первых материалов фильма? Почему некоторые источники уверяют, если правда всплывет, проект может исчезнуть навсегда? Мы собрали то, о чем не говорят в интервью, не поверхностные факты, а то, что прячут в монтажных комнатах, протоколах и заостренных взглядах. Оставайтесь до конца. Там, где заканчиваются официальные версии, начинается то, чего вы не должны были услышать. Интернет кипел, будто кто-то нажал на невидимую кнопку ожидания, и все взгляды одновременно повернулись в одну точку. Пара фотографий, несколько секунд видео, осенний фон, темные ткани, пронзительные взгляды и имена, которые не нуждаются в представлении: Барыш Ардуч и Туба Бюйкустюн. Их появление в осеннем выпуске Льёфицел Хамстеркрн не стало просто обложкой. Это выглядело как возвращение двух фигур, которые давно умели держаться в стороне от громкого сияния, но в этот раз вышли на сцену вместе, причем без слова, без объяснений, без интервью. В воздухе возник вопрос: зачем они здесь вдвоем? Снимки не рассказывали историю, они ее обещали. Он сдержанный, словно обороняющийся взглядом. Она спокойная, но готовая прорубить пространство одним поворотом головы. Их позы не нуждались в прикосновениях, чтобы все стало ясно: это не промо, это вызов. Обычно зритель ищет сюжет в фильмах, но теперь он начал искать сюжет в журнале. И впервые за долгое время журнальный кадр вызвал то, что вызывает только редкие моменты в кино — предвкушение. Тех, кто давно следил за ними по отдельности, поразило одно — они не пересекались на экране. Десятилетиями существовали рядом, в одном пространстве, в одной индустрии, в одной лиге, но не в одной истории. И потому это появление казалось почти альтернативной реальностью, где вселенная турецкого кинематографа вдруг решила внести правку. Они словно встретились не случайно, а по расписанию, которое писал не продюсер, а сам зритель. Комментарии в сети делились на два лагеря: одни восхищались образами высокой моды, другие писали о химии, которую не объяснить нарядом или позой. Люди, далекие от моды, делились кадрами, как будто это трейлер. Те, кто даже не листает журналы, смотрели, как будто за кадром могла быть реплика. Что они снимают? Куда исчезают после фотосессии? Почему нет ни одного интервью? Эта тишина стала громче любой пресс-конференции. Сам журнал не объяснил ничего. Ни тематики номера, ни концепции дуэта. Но зрители, словно единственным мысленным голосом, догадались — это пролог. Что-то готовится. Что-то уже снято. Или снимается. И тогда произошло то, что окончательно превратило обложку в загадку. Появилось одно слово, еще не произнесенное официально, но уже отданное слухом: «Десет Бей». Так кадры из модного номера превратились в афишу к тому, чего еще не существует. Все, что было визуальным, стало драматургией. И молчание двух актеров, умноженное на силу их присутствия, заставило зрителя понять: эта история только начинает разогреваться. Они не заговорили, и именно это усилило эффект. Ни совместных интервью, ни закулисных шуток, ни привычного промо. Только тишина и два взгляда, направленных будто не в камеру, а друг в друга. Зрители начали угадывать смысл без слов. Может ли такая встреча быть случайной? Каждый из них давно стал символом разного типа силы на экране. Барыш — сдержанность, внутренняя сталь, герои, которые держат удар. Туба — глубина, тихая одержимость, персонажи, способные менять мягкий знак не сюжет, а само восприятие зрителя. Они никогда не пересекались в кадре, и именно это придавало новой паре эффект параллельных миров, внезапно столкнувшихся.
Теперь все гадали не почему они вместе, а ради чего. Фотосессия в журнале стала не ответом, а вопросом. Никто не объяснял их встречу, и потому она выглядела не как рекламный ход, а как намерение. Не как случайная обложка, а как первая страница истории, которую никто еще не читал. И когда одно имя все-таки всплыло, Десет Бей, стало ясно, это не каприз моды. Это пролог к тому, что пока скрыто. Имя всплыло шепотом Десет Бей. Без афиши, без даты, лишь слух, будто утечка. И вдруг все встало на место, обложка была не модой, а сигналом. Проект, о котором никто не говорил вслух, оказался тем самым. Фильм, где они впервые встретятся не в позе, а в роли. Мир, где их персонажи не украшают кадр, а ломают его. Так стало ясно, это не случайный дуэт, а союз, у которого есть цель. И то, что раньше казалось красивой съемкой, превратилось во вступление к истории, которая еще не началась, но уже успела завладеть вниманием. Постепенно стало ясно, их встреча на обложке – это только тень того, что готовится. Первые намеки на сюжет Десет Бей описали не историю любви, а столкновение мировоззрений. Барыш играет Десет Энджи, человека, воспитанного системой, где чувства объявлены слабостью. Он не герой по призванию, а наблюдатель, который привык жить по правилам, не заглядывая за них. Туба – Эрбайт, появление которой не вписывается ни в один установленный порядок. Она не разрушает мир поступками, она разрушает его присутствием. В ее тишине есть то, что нельзя объяснить законом, и именно это начинает тревожить Десет. Между ними нет открытого конфликта, есть внутренний сдвиг, который нельзя отменить. Их взаимодействие строится не на словах, а на взглядах, из которых рождается самое опасное – сомнение. Не чувство, не признание, а первый вопрос – а если все может быть иначе? В этом и заключена интрига. Фильм обещает не роман, а метаморфозу. Обложка дала форму. Сюжет – направление. Но смысл пока скрыт. Все, что было показано, только граница того, что они собираются перейти. Когда первые кадры со съемочной площадки всплывали в сети, они не раскрывали сюжет, а они показывали настроение. Темные декорации, приглушенный свет, лица, уставшие не от действия, а от внутренней борьбы. Ни одного случайного кадра из трейлера, ни интервью со съемок, только редкие фрагменты, будто вырванные из сна. Съемочная группа не делилась историями, актеры не появлялись в эфирах, пресс-службы молчали, и именно это молчание создавало атмосферу ожидания. Было ощущение, что все происходящее внутри проекта слишком хрупкое, чтобы говорить о нем вслух. Говорили не они, говорили фанаты. Каждый пытался угадать динамику персонажей. Одни ждали тайного союза, другие – внутреннего противостояния. Но все сходились в одном – между ними не будет привычной мягкости, только напряжение, из которого рождаются судьбоносные решения. Так Десет Бей начал жить до премьеры. Не как фильм, а как тайна, которую можно только чувствовать, но нельзя расшифровать. И чем дольше длилась тишина, тем громче становилось ожидание. Тишина вокруг проекта оборвалась не интервью и не трейлером, а конфликтом. В новостях появилось имя автора оригинального произведения Мурат Ментейс и упоминание судебного иска. Он утверждал, что идеи его графического романа были использованы в другом сериале без разрешения, намекая на пересечение с Десет Бей. Фильм еще не вышел, а уже оказался в центре правовой полемики. Поклонники разделились, одни защищали творческую команду, другие требовали ясности. Но актеры, как и прежде, не вмешивались. Ни одного комментария, только полное отстранение, будто спор разворачивается в другом измерении, не касаясь сути истории. И странным образом этот конфликт сделал одно – ожидание стало еще сильнее. Люди перестали спрашивать, о чем фильм. Они начали спрашивать, почему его все так охраняют. Когда произведение вызывает спор до выхода, значит, в нем есть нечто, что выходит за рамки обычного проекта. То, что начиналось как красивая фотосессия, превратилось в территорию, где теперь замешаны право, идеология и идея. И зритель понял, впереди не просто премьера,
впереди столкновение смыслов. Со временем обсуждение перешло от фактов к ощущению. Все внимание стало сосредоточено не на фильме, а на дуэте. Что их объединяет? Почему они выбрали именно этот проект для первой совместной работы? Ни промо, ни легких эфиров, только напряженное молчание и редкие кадры, в которых они не играют чувства, а скрывают их. Зрители начали формировать собственные теории. Кто-то говорил о предстоящем культовом союзе, как о редких кинематографических дуэтах, чья сила не в романтике, а в противостоянии. Другие замечали, что их взаимодействие не требует слов, есть взгляды, от которых начинает работать воображение. Так появился особый феномен ожидания встречи, которую никто еще не видел, но которую уже считают значимой. Их не связывают в жизни, и именно поэтому каждый кадр между ними начинает казаться опасным. Не тем, что произойдет, а тем, что может произойти. Впервые зритель ждал не сюжет, а взаимодействие. Как будто Death Bay — это не фильм, а эксперимент, что произойдет, если столкнуть две силы, которые привыкли существовать в одиночку. И стало понятно, это не пара. Это дуэль. Теперь все свелось к ожиданию. Ни даты премьеры, ни официального трейлера, лишь пространство тишины, в котором зреет напряжение. Они не выходят на публику вместе, не подогревают интерес словами. И именно из-за этого каждый новый их кадр воспринимается как фрагмент будущей сцены, случайно вырванный наружу. Поклонники создают свои версии, кто-то воображает союз, кто-то предвидит противостояние. Одни пророчат им кинематографический прорыв, другие – эмоциональный разлом. Но никто не остается равнодушным. Потому что их встреча на экране обещает не развлечение, а столкновение миров. Они появились в журнале, как два образа. Но исчезли, уже как две силы, от которых теперь ждут не позу, а признание. И чем дольше длится пауза, тем яснее становится. Когда Death Bay наконец заговорит, зритель не будет готов. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам близка магия экранных чувств и тайна великих дуэтов, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайк и обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Ваше внимание – наша вдохновляющая сила. До встречи в следующих историях.